Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое. Меня зовут Оля, и сегодня я хочу вам представить свой первый пробник, вернее даже свое видение того комбинезона, о котором я рассказывала в предыдущем видео. Я его изменила, можно сказать, до неузнаваемости. То есть я хотела сшить комбинезон, который подойдет для моей фигуры. О чем я говорю вообще? Что у меня за фигура? Ну, во-первых, у меня обхват бедер меньше, чем обхват груди. Разница между обхватом бедер и обхватом талии совершенно небольшая. Да, кто-то скажет, у кого-то меньше, у меня это 20 сантиметров, иногда это 18 сантиметров, то есть талия у нас меняется. Поэтому, ну, будем говорить 20 сантиметров для, как говорится, удобства. Значит, и в чем еще проблема моей фигуры? Это то, что вот так и вот так я выгляжу практически одинаковой. То есть ширина моего, можно сказать, тела, что так одинаковая. Поэтому для такой фигуры мало что подойдет, особенно комбинезоны. Но когда я сшила вот этот пробник, вы знаете, я очень рада, что я шила ее не из макетной ткани, не из какого-то там протертого старого дырявого постельного белья. Я его сшила из хорошей ткани. Я не знаю, честно, как это называется ткань, но было написано 100% хлопок, однако эта ткань похожа на штапель. Также она мнется, но есть некоторая электризуемость, то есть электрическая такая ткань, да. У меня не было много ткани для длинного рукава, там длиннее рукав, как мы видели, да, там длинный рукав, здесь оборочка, здесь нитка-резинка, то есть, ну, там даже не сильно длинный рукав, он немножко вот так вот подтянут, и получается где-то чуть ниже локтя, по-моему, точно сейчас не помню. Здесь у нас нитка-резинка, то есть там нитка-резинка широкая, там несколько строчек нитки-резинки. Что еще там? Там карманы есть, у меня на карманы не хватило ткани. И просто, в принципе, я хотела свой комбинезон максимально приблизить к своей фигуре, чтобы моя фигура в этом комбинезоне не казалась яблоком. Да, то есть не казалась каким-то либо квадратом, либо чем-то таким неопределенным. Итак, что я сделала? Ну, во-первых, смотрите, линия талии. Да, у меня тут линия талии отрезная, но только потому, что я хотела, то есть не хотела высчитывать и находить эту линию, где мне пришивать нитку-резинку. Я сделала отрезную линию талии, хотя можно было еще дать немножко, пару сантиметров свободы по переду. По спинке вроде как свободы достаточно, а по переду вот как раз 2 сантиметра не хватает. Я исхожу именно от своей фигуры. То есть я не могу сейчас брать все фигуры и рассказывать обо всех. Я сейчас говорю о своей фигуре. Кстати, я знаю, что много есть похожих фигур, то есть когда обхват бедер меньше, чем обхват груди, поэтому я делаю на этом акцент. Итак, из-за того, что у меня небольшая разница между обхватом талии и обхватом бедер, мне хотелось, то есть наоборот, не хотелось здесь увеличивать. То есть здесь у меня сборочки минимальные, да, то есть свобода, вот, то есть прибавка минимальная, чтобы сделать нитку-резинку. Дальше я опустилась на 10 сантиметров от линии талии вниз и сделала отрезную линию. И эту линию, то есть сами штаны, я еще расширила. Посмотрите, насколько у меня широкие штаны. Я еще расширила, сделала сборочки. То есть получается, вот она отрезная линия, я сделала сборочки, тем самым я прибавила объем к линии бедер. То есть, вы знаете, получается как? Получается, я вроде шила макет, но я дошила его до такой степени, что его можно носить. Может быть, не в город, может быть, я его возьму на отдых, мы планируем в ноябре на отдых ехать. Может быть, я буду его носить там, да, то есть, ну, в любом случае вечерами там как бы тоже бывает прохладно, поэтому я думаю, что, да и вообще, в принципе, мне нравится эта модель. То есть мне просто понравилось то, что я сделала. О чем я говорю? О том, что я вообще как бы не планировала делать конечный результат. Я хотела просто попробовать построить, попробовать сделать макет, сшить и посмотреть вообще, что
можно изменить, что нужно изменить, что вообще как получается. Но когда, во-первых, я взяла эту ткань в руки, она действительно достаточно легкая, очень похожа на ощупь, очень похожа на штапель, но, я еще раз говорю, по ощущениям чувствуется, что есть синтетика. То есть я имею в виду, что такая тонкая и такая же мягкая, да, то есть, но, смотрите, она хоть и тонкая, но она как будто бы формодержащая, да. Может быть, именно поэтому мне вот так вот повезло, что вроде как объемчик-то и прибавился. То есть, если, допустим, у вас все хорошо с бедрами, все хорошо с талией, вам не нужно делать вот эту вот манипуляцию. Да, то есть вот это вот опускать линию талии ниже. Почему я опустила линию талии ниже, а не сделала именно вот от линии талии, да? Таким образом у меня бы увеличилась талия и не слишком увеличились бедра. То есть таким образом у меня бы только увеличилась линия талии. Вот. Поэтому смотрите, если, допустим, линия талии узкая, то можно сделать от талии. Если талия, если фигура приблизительно как у меня, то лучше сделать вот так. Что касается верха, у меня просто не хватило ткани ширины для длинного рукава, да, и как бы не помню, говорила я уже или нет, я люблю, если это летняя легкая вещь, я люблю, чтобы она была максимально легкой. То есть вот открытые ручки, цельнокроенный коротенький рукавчик, плечи я делала совершенно ровно, то есть смотрите, я не опускала вот эту линию, как иногда я делаю, да, то есть она у меня вот такая вот свободненькая. Здесь V-образный вырез, немножко здесь еще нужно отгладить, значит, V-образный вырез, обтачка. По спинке тоже V-образный вырез и сделанные завязочки. То есть вот сюда вшиты завязочки. Я установила там наконечники, завязала. И вот получилось у меня просто такой вот получился комбезик. Если мы хотим делать карманы, то здесь должен быть шов и карманы в шве. Либо это будут накладные карманы. Если у вас, допустим, вот эта сборка идет от линии талии, то можно чуть ниже сделать накладные карманы. Вполне может быть. Но я обычно хожу с мужем, муж с рюкзаком, поэтому все у него там, все, что нужно в рюкзаке, а мы с подругой ходим вот такие вот налегке. То есть мы кушаем мороженое по дороге, где-то что-то там с телефоном, где-то что-то с камерой снимаем или еще что-то. В общем, мы налегке, мы без сумочек. Мало. Иногда, да, берем там какую-нибудь такую легкую сумочку, как обычно мы делаем на отдыхе, да. В общем, получается, что этот мой макет очень даже носибельный. Я уже сказала, что я его сшила окончательно, то есть это не наметка, это просто уже сшито, все красиво подшито и по низу, и рукава. И, кстати, посмотрите, у меня на ткани была вышивка, то есть это не я вышила, у меня была вышивка. Две вышивки, вот она, я ее сделала на лифе, и вот эта побольше вышивка, я даже не знаю, что там, как это переводится, что там написано, надо будет перевести, вот, и я думаю, что вот это вот перышко как раз придает, мне кажется, такой легкости, хотя я не знаю, мне, как говорится, вам будет со стороны виднее, мне пока непонятно, я еще не поняла, что вообще происходит, но комбинезон мне очень понравился. В общем, пишите, нравится, не нравится, я жду ваши комментарии, как вообще идет мне, то есть подходит под мою фигуру такой фасон или нет. Я еще раз покручусь, покажу вам, что вообще у меня получилось. Но вы знаете, ощущение просто такой легкости, такой кайф просто, на самом деле. Чувствую себя кайфово в этом комбинезоне. И вы знаете, снимается он тоже легко, надевается он легко. Вот эта нитка-резинка не дает ему, во-первых, она на месте, и она не дает комбинезону как-то не спадать, как-то быть каким-то бесформенным, как говорится, бесформенной вещью. То есть я просто кайфую в этом комбинезоне. Я жду ваших комментариев. Пишите, да, может быть, кому-то не нравится, может быть, кто-то что-то бы изменил, но я хотела бы ваше мнение о том, идет ли именно моей фигуре. То есть не просто вообще как модель, а именно вот эта модель, идет ли она моей фигуре. Именно вот такому квадратычу, можно сказать.
Кстати, тут, мне кажется, еще нужно сделать легкий ВТО. Мне кажется, еще нужно. Ну, так вот, пригладить немножко вот здесь немножко пригладить. У меня тут получается... Понимаете, я вообще не планировала сегодня даже снимать видео. Я даже как бы вот не готова внешне. Во-первых, я сначала построила, то есть сделала построение этой модели. Решила взять хорошую ткань, она дешевая, поэтому я не боялась ее испортить. Ну, как бы, почему я так сделала, я не знаю. Это был как бы пробник, как бы макет, но так получилось, что это не пробник, а я буду его носить. Может быть, даже и в город. То есть, ну, посмотрите, ткань неплохая. Тоненькая, легкая. Я думаю, что летом будет мне в нем классно, свободно. То есть не будет жарко, он не будет прилипать, несмотря на то, что это смесовая ткань. Ну, она мнется. Да, она мнется легко. Кстати, не так, как штапель, чуть меньше. Поэтому мне повезло в этом смысле. В общем, на сегодня я заканчиваю. Подписывайтесь в телеграм-канал. Под этим постом пишите комментарии. Я жду ваше мнение. То есть вообще любое мнение. Хорошо, плохо. Что бы вы изменили, что бы вы добавили. И вообще ждете ли вы мастер-класс по построению такого комбинезона. Я могу показать и предыдущий комбинезон, который я показывала в предыдущем видео, и этот комбинезон. Какой вам нравится больше и какой бы вы хотели увидеть, то есть какой бы вы хотели для себя построить. Опять я продолжаю болтать. В общем, сегодня всем пока, до новых встреч. Жду от вас комментарии.